Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красоту мы сегодня с вами будем вязать. Этот мастер-класс я подготовила по просьбе Людмилы Бариновой, нашей подписчицы на канале. Это узор номер 132 из книги японского автора Хитоми Шида «260 узоров спицами». Посмотрите, какой красивый узор. В этом узоре целый микс узоров. Вот 3 узора. Вот эти волнистые рельефные линии. Затем вот такие косы с шишечками и очаровательный такой вот узор с листьями, веточка с листьями. Вот 3 узора, и вот в таком сочетании они образуют вот такой шикарный просто рисунок. Вот схема этого узора. Как вы видите, раппорт здесь довольно большой, 75 петель в ширину. И у каждого фрагмента свой раппорт в высоту, что не очень удобно, но когда начинаешь вязать, уже вот ориентируешься со схемой и как бы въезжаешь в это, и вполне нормально. Я не почувствовала какого-то дискомфорта при вязании. Мы с вами свяжем первые вот 3 фрагмента, вот эту волнистую линию, потом дорожка рельефная дорожка из лицевых скрещенных петель, затем вот косичка, снова дорожка и веточка с листьями. Ну вот еще и вот эту дорожку прихватим, чтобы уже было видно. Вот такой вот фрагмент этого узора мы с вами свяжем, а это уже повторение вот этих фрагментов. Так что здесь вот только что вот здесь вот эта волнистая линия, она как бы зеркально вяжется. Но это по схеме, это все понятно. Итак, мы вяжем с вами вот эти 3 фрагмента. Давайте я вам объясню немножко схему. В японских узорах первые 2 ряда, вот самые первые, обычно первый ряд провязывается лицевыми петлями, и второй ряд уже провязывается лицевыми и изнаночными для перехода к узору. Мне вот как бы это неудобно. Я провязываю всегда первый ряд так же, как второй. Вот здесь я также начинала. Первый ряд я провязала так же, как второй. И затем еще 2 ряда в этом узоре тоже не входят в раппорт. Вот они установочные ряды. Тут уже мы переходим к узору, уже вяжем элемент узора. Но при повторении раппорта вот эти 2 ряда вот эти 2 ряда, они не входят в раппорт. То есть вот если вы будете высоту повторять, вот тут 20 рядов высоту, да, вот написано, то будете начинать вот с первого вот этого ряда. Вот эти 2 ряда уже вязать не будете. Провяжете 20 рядов и сразу начинаете с первого ряда. Точно так же этот фрагмент 18 рядов в высоту. Вот. То же самое повторяется 18 рядов в высоту. А центральный фрагмент с листьями 32 ряда в высоту. И вот я выделила желтым цветом, это листики. Вот эти листики. Здесь они на схеме показаны одной клеточкой для удобства чтения схемы. А внизу расшифровка. Вот листики А и листик А и листик Б. Вот листик А вяжется вот таким образом. Ну, как бы вот он в одну сторону, да? Вот как. А листик Б вяжется вот таким образом, вот в другую сторону. Как бы смещен или наклонен, не знаю, как сказать. То есть мы провяжем, вот показанная пустая клеточка, это изнаночная клеточка. Вяжем 3 изнаночных и начинаем вязать листик А. И смотрим вот сюда, смотрим на эту схему, и вот далее по схеме я буду вам уже говорить.
Советую сначала записать, кому понравился узор, записать за мной. Я проговариваю каждую петельку, я проговариваю каждый ряд. И узор не из легких. Я просто советую взять листочек и за мной записать последовательность вязания, и потом вы можете либо составить схему уже сами со своими обозначениями, какие вам удобны, либо просто по описанию вязать этот узор. Вроде бы объяснила все. Узор очень красивый. Скажем Людмиле спасибо за идею мастер-класса, за то, что она нам подкинула вот такую вот схемочку. И давайте начнем. Нам понадобится крючок и дополнительная спица. Набираем на спице 48 петель плюс 2 кромочные, 50 петель. И провяжем первые 4 ряда, которые не входят в узор. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 5 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, далее 3 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, и 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Вот, мы закончили первый ряд. Второй ряд мы вяжем петли по рисунку, то есть так, как они на нас смотрят. Изнаночные петли мы вяжем изнаночными, лицевые мы вяжем лицевыми. Провяжем самостоятельно этот ряд. Вот, мы провязали 2 ряда, которые не входят в раппорт, и нужно провязать еще 2 ряда, но уже здесь начинается рисунок. Я напоминаю, что эти следующие 2 ряда тоже в раппорт не входят. Изнаночная петля. Вот 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петлю оставляем на дополнительной спице перед работой. Я обхожусь без дополнительной спицы, когда маленькое количество петель перекрещиваем. 2 петлю провязываем изнаночной, и петлю с дополнительной спицей мы провязываем лицевой скрещенной. Не так, как мы сейчас лицевую мы провязали, а вот так. Лицевой скрещенный. Дальше будет изнаночная петля, и повторяем точно так же, перекрещиваем 2 петли влево, 1 петля перед работой, или просто меняем местами их, провязываем изнаночную петлю, петлю с дополнительной спицей провязываем лицевой скрещенный, и повторяем еще раз: изнаночная петля и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Я меняю их местами, провязываю сначала 2 петлю изнаночной, и затем лицевой скрещенной провязываем 1 петлю. Далее будет 4 изнаночных. Вот у нас лицевая петля, нужно провязать ее лицевой скрещенной. Не так, как обычно лицевую мы провязываем, а подхватываем сзади и вот таким образом ее разворачиваем. Лицевая скрещенная. Далее лицевая петля, просто лицевая петля. И еще раз лицевая скрещенная. Вот провязали 3 лицевых, только 2 лицевых скрещенных, и в середине простая лицевая петля. Далее будет
2 изнаночных. Теперь нужно 2 петли вот лицевые, нужно перекрестить их в правую сторону. Можно это сделать таким образом. Одну петлю оставить на дополнительной спице за работой, провязать лицевую петлю и петлю с дополнительной спицы тоже провязать лицевой. Вот мы перекрестили вправо. Далее будет 3 изнаночных. И теперь 2 петельки нужно перекрестить влево. Одну оставить на дополнительной спице перед работой, провязать лицевую петлю и петлю с дополнительной спицы провязать тоже лицевой. Вот. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, простая лицевая, еще раз лицевая скрещенная. Далее 3 изнаночных. И вот лицевая петля, мы здесь уже начинаем вывязывать листик. Давайте еще раз посмотрим на схему. Мы дошли сейчас вот до этой лицевой петли, и сейчас мы будем вывязывать листик вот по этой схеме. Из протяжки мы вывязываем лицевую скрещенную петлю. Можно сделать, чтобы это была дырочка. Я вот уже подумала, когда я связала вот по схеме здесь, и подумала, что мы же часто вяжем листочки с дырочками. Вот получаются ажурные листочки. Здесь они не ажурные. И на самой фотографии из книги тоже они не ажурные. Но если вот из протяжки вывязать просто лицевую петлю, получится дырочка. Можно попробовать и связать вот ажурный листочек. Но я буду вам показывать так, как на схеме. Из протяжки между петлями мы вывязываем лицевую скрещенную. Поднимаем вот так вот петлю. И вот так вывязываем лицевую петлю из нее. Из протяжки лицевую скрещенную. Следующая петля у нас лицевая. И снова из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную. Вот так подхватываем ее сзади, разворачиваем и вывязываем лицевую петлю. Вот начало листика у нас уже есть. Далее будет 3 изнаночных. Лицевая скрещенная, 7 изнаночных, лицевая скрещенная, простая лицевая петля и лицевая скрещенная. Это мы провязали 3-й ряд установочный. Теперь вяжем 4-й установочный ряд. Это изнаночный ряд. Провязываем изнаночную скрещенную, лицевую петлю, изнаночную скрещенную. Вот изнаночную скрещенную, вот не просто изнаночная, вот так вот, не простая, а вот тоже мы ее за заднюю стенку подхватываем и вот так разворачиваем. Изнаночная скрещенная. Далее 7 лицевых. В принципе, тут вяжутся петли по рисунку, их видно. Но только вот где мы вязали лицевые скрещенные, давайте еще раз вам покажу схему. Вот, где мы вяжем лицевые скрещенные, вот, то в изнаночном ряду мы их провязываем изнаночными скрещенными. Тут надо поглядывать на схему. Далее у нас будет изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 3 изнаночных, это у нас листик, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных,
2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная и 2 лицевых в конце ряда. Все, мы провязали с вами вот 4 начальных ряда, которые не входят в раппорт. И сейчас мы начинаем с вами вязать сам узор. Вяжем первый лицевой ряд узора. 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем влево, одну на дополнительной спице оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной. Далее будет изнаночная петля и снова повторяем перекрещивание, петля перед работой на дополнительной спице, провязываем изнаночную, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой скрещенной. Далее изнаночная петля и снова повторяем, также 3-й раз повторяем перекрещивание. Петля с дополнительной спицы лицевой скрещенной провязывается. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Теперь нам 3 петельки нужно перекрестить влево. 2 оставляем на дополнительной спице перед работой. Я тоже здесь без дополнительной спицы обхожусь. Провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее будет изнаночная петля. Так. И 3 петли перекрещиваем вправо. 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевых и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных и продолжаем вывязывать листик. Смотрим уже на нижнюю схему. Лицевая петля, снова из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную. Лицевая петля и еще раз из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную. Вот так ее сзади подхватываем на левую спицу и вывязываем лицевую скрещенную. Далее лицевая петля. Мы увеличиваем петельки листика. Вот у нас уже 5 петель на правой спице должно быть лицевых. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 7 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная. Мы провязали первый лицевой ряд. Вот второй изнаночный ряд мы вяжем петли по рисунку, только там, где у нас были лицевые скрещенные, мы вяжем изнаночные скрещенные. Вот, а где просто лицевые были, мы вяжем изнаночные. Изнаночная скрещенная, это второй изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая. В дорожках, вот в этих, мы всегда вяжем лицевые петли. Вот эти дорожки. Вот здесь у нас получается лицевые петли и в лицевых рядах, и в изнаночных. Так, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 7 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых,
изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых до конца ряда. Вяжем третий лицевой ряд, 3 изнаночных. Продолжаем перекрещивание в левую сторону 2 петель. 1 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой скрещенной. Далее будет изнаночная петля и еще раз перекрещиваем 2 петли влево. 1 петля на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Изнаночная петля и третий раз перекрещиваем 2 петли влево. Все, повторяем то же самое. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Теперь нам нужно перекрестить вот эти 5 петель в левую сторону, но так, чтобы средняя петля у нас так посередине и осталась. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Далее 1 петлю оставляем на другой дополнительной спице. Вот так. За работой. Ну вот, как видите, я здесь не использую 2 спицы. Вот 1 петлю за работой. Провязываем 2 лицевые. Затем петля со второй дополнительной спицы провязывается тоже лицевой. Я чуть изнаночную не провязала. И провязываем 2 лицевые с первой дополнительной спицы. Вот, мы сделали перекрещивание, но так, чтобы средняя петля так в середине и осталась. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Далее вяжем листик. Продолжаем увеличивать петли. 2 лицевые. Снова из протяжки поднимаем петельку. Из протяжки вывязываем лицевую скрещенную. Далее будет лицевая петля. И снова поднимаем протяжку между петлями и вывязываем из нее лицевую скрещенную. Далее 2 лицевые. 3 изнаночные. Лицевая скрещенная, 7 изнаночных. Лицевая скрещенная, лицевая петля и лицевая скрещенная. Все, закончили 3 лицевой ряд. И вяжем 4 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 7 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых,
изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная. И до конца ряда у нас будет 4 лицевых. Вяжем 5 лицевой ряд. 4 изнаночных. Продолжаем перекрещивать 2 петельки в левую сторону. 1 на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Далее будет изнаночная петля и еще раз перекрещиваем 2 петельки. Провязываем изнаночную петлю с дополнительной спицы, провязываем лицевой. Далее изнаночная петля и снова 1 петля перед работой на дополнительной спице, провязываем изнаночную петлю с дополнительной спицы, провязываем лицевой. Вот у нас идет вот дорожка из скрещенных, лицевых скрещенных петель, вот вся идет в левую сторону. Далее у нас будет изнаночная петля, лицевая скрещенная, простая лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных. Далее лицевая скрещенная, простая лицевая, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 7 лицевых, 3 изнаночных. Теперь вот у нас стебелек, нам нужно его уже наклонить, от него сделать вот как бы отросточек. 2 петли поменять местами, перекрестить влево. 1 петлю на дополнительной спице вставляем перед работой, провязываем лицевую петлю и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной. Далее будет 6 изнаночных, далее лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 6 изнаночный ряд, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 6 лицевых, изнаночная скрещенная, еще раз изнаночная скрещенная, вот 2 изнаночных скрещенных, 3 лицевых, далее 7 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная и 5 лицевых до конца ряда. Вяжем 7 лицевой ряд, 5 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Вот мы здесь вязали наклон в левую сторону,
Сейчас мы никаких перекрещиваний не делали. Вот этот ряд провязали вот прямо. И далее у нас будет наклон уже в правую сторону идти. Дальше будет лицевая скрещенная, простая лицевая, лицевая скрещенная. 3 изнаночных. И снова вяжем косичку. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. 1 оставляем на другой дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. Петля со второй дополнительной спицы провязывается изнаночной. И провязываем 2 лицевые с первой дополнительной спицы. Вот как вы заметили, здесь я одной только спицей пользуюсь. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, простая лицевая, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Дальше листик надо уже как бы закруглять. 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, 3 лицевых, и 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Но мне неудобно вот их за передние стенки провязывать. Я предварительно вот так разворачиваю петельки, и их очень удобно подхватывать, и они ровно красиво ложатся. 2 вместе лицевой за передние стенки провязали. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная. Теперь нужно перекрестить влево 2 петли. 1 на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной. Дальше будет 5 изнаночных, лицевая скрещенная, простая лицевая петля, лицевая скрещенная и все, кромочная. В 8 изнаночном ряду провязываем петли по рисунку, только где вязали лицевые скрещенные, мы будем вязать изнаночные скрещенные. Вот изнаночная скрещенная, дальше будет лицевая. Ага, вот получается петли не по рисунку, в дорожке-то они у нас все лицевыми вяжутся. Так, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная. Дальше будет 5 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, три лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная. И до конца ряда у нас будет 5 лицевых. Вяжем 9 лицевой ряд, 4 изнаночных. И вот теперь 2 петли мы перекрещиваем вправо. 1 на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее будет изнаночная петля. И снова перекрещиваем 2 петельки вправо. 1 на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую скрещенную.
и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Затем снова изнаночная петля и снова 2 петельки перекрещиваем вправо. То же самое. Далее будет изнаночная, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Теперь 3 петли нам нужно перекрестить в правую сторону. Одну на дополнительной спице оставляем за работой, провязываем 2 лицевые и петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Далее будет изнаночная петля и перекрещиваем 3 петельки влево, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петельку и 2 петли провязываем лицевыми. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Дальше 3 лицевых, и 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Вот так у нас листик будет. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная петля и 2 петельки мы перекрещиваем в левую сторону. Одна на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной. Далее будет 4 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная. В 10 изнаночном ряду провязываем изнаночную скрещенную, лицевую, изнаночную скрещенную, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная и 4 лицевых до конца ряда. 11 лицевой ряд, 3 изнаночных, 2 петельки перекрещиваем в правую сторону, одна на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. Далее будет изнаночная петля и снова одна петля на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. И повторяем: изнаночная петля и перекрещиваем 2 петельки вправо, одна петля за работой, лицевая скрещенная и петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. Дальше будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. Далее будет 2 изнаночных, 2 петельки мы перекрещиваем в левую сторону, одну оставляем на дополнительной спице перед работой, вторую провязываем
лицевой, и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой. Смотрите, как это сделать без дополнительных спиц. Просто провязываем вторую петлю за первой лицевой петлей, затем первую петлю провязываем лицевой, и мы перекрестили вправо 2 петли. Дальше у нас будет изнаночная петля. Теперь на следующие вот изнаночные петельки нам нужно вывязать шишечку. Берем крючок. У нас есть мастер-классы по японским узорам, где мы шишечку вывязывали с помощью крючка, но сначала мы вывязывали воздушные петли. Здесь мы не вывязываем воздушные петли, а вот таким образом. Вводим крючок в петлю на левой спице, вытягиваем петлю. Ну вот так вытягиваем. Не слабо, нет, ну, примерно вот так. Далее делаем накид. Снова вытягиваем петлю. Снова делаем накид на крючок и еще раз вытягиваем петлю. Вот, я надеюсь, что вам понятно. У нас на крючке 5 петелек. Снимаем петлю с левой спицы и через эти 5 петелек протягиваем рабочую нить. Вот таким образом мы ее собрали, все 5 петель, и теперь закрепляем воздушной петлей. Вот такой вот пышный столбик мы провязали, да? Теперь нам нужно закрепить эту шишечку, опустившись крючком на ряд ниже. Вот сюда, не отсюда, вот откуда все петли вытягивали, а на ряд ниже, вот сюда. Вытягиваем петлю и протягиваем ее, вытягиваем нить, вернее, протягиваем ее через петлю на крючке. Хорошо затягиваем. Возвращаем все вот на правую спицу. Вот. Таким образом у нас шишечка получилась ровненькая, аккуратненькая. И закрепленная вот в петлю на ряд ниже, она у нас не будет выворачиваться наизнанку. Дальше изнаночная петля. Теперь нам нужно перекрестить 2 петли в правую сторону. Мы одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Смотрите, как это можно сделать намного проще. Провязываем вторую петлю перед первой. У нас получается, что вот первая петля за работой осталась. Перед первой провязываем ее лицевой, затем лицевой провязываем первую петлю. Все. И у нас получилось вот навстречу друг другу. Здесь наклоном в левую сторону, здесь в правую. Перекрестились петли. Дальше будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Дальше будет у нас 2 лицевых. И снова 2 петли мы провязываем вместе лицевой за передние стенки. Вот. Листочек идет к завершению. Дальше будет у нас 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, перекрещиваем 2 петельки влево, 1 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. Вяжем 12 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная,
Далее 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Дальше будет 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная и 3 лицевых до конца ряда. 13 лицевой ряд провязываем 2 изнаночных, 2 петли мы перекрещиваем в правую сторону, одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Дальше изнаночная петля и повторяем перекрещивание. Петля за работой, лицевая скрещенная и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Снова изнаночная петля и третий раз перекрещиваем 2 петельки вправо. Одна петля за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Вторая петля перед первой провязывается лицевой, и затем лицевой провязывается первая петля. Дальше будет 3 изнаночных, и вторая петля за первой провязывается лицевой, и затем лицевой провязывается первая петля. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. Дальше будет 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И в конце ряда лицевая скрещенная, простая лицевая петля, лицевая скрещенная. Вяжем 14 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Дальше будет 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. Дальше будет изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Дальше изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная. В конце ряда 2 лицевых. 15 лицевой ряд. 1 изнаночная. Перекрещиваем 2 петельки в правую сторону. 1 на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую скрещенную, петельку с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Далее будет изнаночная петля и снова перекрещиваем 2 петли в правую сторону. 1 петля за работой,
провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Снова изнаночная петля и еще раз перекрещивание двух петель. Далее будет 4 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, вторая петля за первой провязывается лицевой, затем лицевой провязывается первая петля. Или можно было первую оставить на дополнительной спице перед работой, провязать лицевую петлю и петлю с дополнительной спицы провязать лицевой. То же самое получилось. Дальше будет изнаночная петля. И на следующей вот изнаночной петле мы вывязываем шишечку. Вводим крючок в петлю и вытягиваем нить. Одна петля, делаем накид, вторая петля, снова вытягиваем нить, третья петля, делаем накид, четвертая и еще раз вытягиваем петлю. На крючке у нас 5 петелек. Дальше протягиваем рабочую нить через все петли, закрепляем их воздушной петлей, снимаем петлю со спицы и закрепляем шишечку в петлю на ряд ниже. Вводим крючок в петлю на ряд ниже, вытягиваем рабочую нить и протягиваем ее через петлю на крючке. Все хорошо подтягиваем, переносим на правую спицу. Вот вторая шишечка готова. Дальше у нас будет изнаночная петля. И теперь 2 петельки перекрещиваем в правую сторону. Нам нужно вторую петлю перед первой провязать лицевой петлей и затем лицевой провязать первую петлю. Или одну петлю оставить дополнительной спицы за работой, провязать лицевую петлю, петлю с дополнительной спицы тоже провязать лицевой. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Дальше у нас вот осталось от листика 2 петельки. Мы провязываем их вместе лицевой за передние стенки. Вот листик у нас завершился. Вот посмотрите, какой он красивый получился. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И вот теперь вот на этой веточке мы будем начинать вывязывать такой же листик, только он будет у нас повернут в другую сторону. Из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную петлю. Далее будет лицевая петля. И снова из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную. Вот, мы начали вывязывать листик. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. Вяжем 16 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Дальше будет 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная петля, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. Вот тут у нас петля от шишечки тоже лицевой провязывается, 2 изнаночных,
2 лицевых. Дальше будет изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 5 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная и 1 лицевая в конце ряда. Вот смотрите, мы провязали с вами 16 рядов. Вот плохо, что у меня короткая спица, я не могу, вот как бы рисунок, узор немножко сжат, образец, вернее, немножко сжат. Смотрите, как у нас красиво получается. Мы вывязали уже 1 листик, начали 2, вот на косичке сделали 2 шишечки, и вот такие красивые рельефные дорожки у нас уже закруглились и пошли закругляться в другую сторону. Смотрите, как красиво получается. Давайте вязать дальше. Вяжем 17 лицевой ряд, изнаночная петля, лицевая скрещенная. Мы здесь никуда не перекрещиваем петельки, а лицевые петли провязываем лицевыми скрещенными. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 5 изнаночных. Далее лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 петля. Перед первой провязывается лицевой, затем лицевой провязывается 1 петля. Затем будет 3 изнаночных. И 2 петля за 1 провязывается лицевой, затем лицевой провязывается 1 петля. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. Далее будет 7 изнаночных. Лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И продолжаем увеличивать листик. Лицевая петля, лицевая скрещенная из протяжки между петлями, лицевая петля и снова лицевая скрещенная из протяжки между петлями. Лицевая петля. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. 18 изнаночный ряд, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 7 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Дальше будет 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 5 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 1 лицевая. Вот мы провязали 18 рядов, и это закончился раппорт вот этого среднего узора. Сейчас мы будем его продолжать, начиная вязать с первого ряда. Вот посмотрите, мы его закончили вот сейчас. Вот
И сейчас мы будем его продолжать вязать, начинать с первого ряда. Но просто по схеме это у нас то же самое получается. Вот просто я фиксирую ваше внимание, что закончились 18 рядов раппорта вот этого узора. Вяжем 19 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 петельки перекрещиваем в левую сторону. 1 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Далее будет изнаночная петля и снова перекрещиваем 2 петельки влево, 1 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. И повторяем изнаночная петля и перекрещивание 2 петель. 1 перед работой, изнаночная петля, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Пошли закругляться уже в левую сторону. Далее будет 4 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Теперь 3 петли мы перекрещиваем влево, 2 на дополнительной спице оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет изнаночная петля и 3 петельки перекрещиваем вправо. 1 на дополнительной спице остается за работой, провязываем 2 лицевые и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 7 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 2 лицевые. Снова из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную. Далее будет лицевая петля и снова из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную. 2 лицевые, 3 изнаночные, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. Вяжем 20 изнаночный ряд, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная. Далее будет 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 7 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, в конце ряда 2 лицевых. Вот, теперь мы провязали 20 рядов, это раппорт вот этого вот первого волнистого узора. Далее у него раппорт продолжается с первого ряда. А средний узор мы так и продолжаем вязать. Вяжем 21 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 петельки перекрещиваем в левую сторону, 1 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Далее будет изнаночная петля
И снова перекрещиваем 2 петельки влево. Одна на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. И повторяем: изнаночная петля и 2 петельки перекрещиваем влево. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, простая лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Теперь перекрещиваем 5 петель влево, так, чтобы средняя петля так по центру и осталась. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Оставляем 1 петлю на второй дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. Петля со второй дополнительной спицы тоже провязывается лицевой. И провязываем лицевыми петли с первой дополнительной спицы. Вот, перекрестили 5 петелек. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная. Дальше будет 6 изнаночных. И теперь мы делаем такой же вот веточку в правую сторону. 2 петельки перекрещиваем вправо. Одна на дополнительной спице остается за работой. Провязываем лицевую скрещенную. И петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Это за заднюю стенку. Она у нас тоже получается лицевой скрещенной. Далее будет 3 изнаночных, 7 лицевых, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. 22 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных скрещенных, 6 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых в конце ряда. 23 лицевой ряд. 3 изнаночных, 1 петля на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой скрещенной. Далее будет изнаночная петля и снова 1 петля на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой скрещенной. Повторяем так еще раз. Изнаночная петля, петля перед работой, провязываем изнаночную, и петля с дополнительной спицы провязывается лицевой скрещенной. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая,
лицевая скрещенная, 5 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее будет лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И теперь закругляем листик. 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево, 3 лицевых и 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная и кромочная. Разогналась что-то я. 24 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, 5 лицевых, я извиняюсь. Далее изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 4 лицевых в конце ряда. Вяжем 25 лицевой ряд, 4 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, 1 петля на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной. Далее будет изнаночная петля и снова 1 петля на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой скрещенной. Повторяем так еще раз. Изнаночная петля, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную и петля с дополнительной спицы лицевой скрещенной. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная, простая лицевая петля, лицевая скрещенная. Дальше будет 3 изнаночных. Теперь перекрещиваем 5 петель влево, 2 на дополнительной спице перед работой, затем 1 на дополнительной спице средняя петля за работой, провязываем 2 лицевые, провязываем изнаночной петлю с дополнительной спицы, со второй дополнительной спицы, и провязываем 2 лицевые с первой дополнительной спицы. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 4 изнаночных, затем 1 петля на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Теперь 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, 3 лицевых, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля,
лицевая скрещенная. Вяжем 26 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная. Дальше будет 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная и 5 лицевых до конца ряда. 27 лицевой ряд, 5 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Далее лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 петельки перекрещиваем в правую сторону, одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее будет изнаночная петля и 3 петельки перекрещиваем влево, 1 на дополнительной спице, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петельку и 2 петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Далее 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевых. Продолжаем заканчивать листик. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, простая лицевая и лицевая скрещенная. 28 изнаночный ряд. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная и до конца ряда 5 лицевых. Двадцать 29 лицевой
ряд, 4 изнаночных, 2 петли перекрещиваем вправо, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. Дальше будет изнаночная петля и снова 2 петельки перекрещиваем вправо, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. И снова изнаночная петля и 2 петельки перекрещиваем в правую сторону. 1 на дополнительной спице за работой, лицевая скрещенная, петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Дальше 2 петельки перекрещиваем влево. Вторая петля за первой провязывается лицевой, затем лицевой провязывается первая петля. Затем изнаночная петля и вывязываем шишечку на следующей изнаночной петле. Вводим крючок в петлю на спице, вытягиваем петлю, делаем накид, снова вытягиваем петлю, делаем накид и еще раз вытягиваем петлю. Далее через все петли, их 5, на крючке протягиваем рабочую нить, вытягиваем петлю и закрепляем ее воздушной петлей. И весь этот пышный столбик закрепляем в петлю на ряд ниже. Вот таким образом провязали шишечку, изнаночная петля. Вторая петля перед первой провязывается лицевой, затем лицевой провязывается первая петля. Вот так. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, лицевая петля, затем 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля и лицевая скрещенная в конце ряда. В 30 изнаночном ряду провязываем изнаночную скрещенную, лицевую, изнаночную скрещенную. Далее 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная. И до конца ряда 4 лицевых. Тридцать первый лицевой ряд, 3 изнаночных, 2 петли перекрещиваем вправо, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной, затем изнаночная петля и снова 1 петля на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее изнаночная петля и повторяем
петля на дополнительной спице за работой, лицевая скрещенная, петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, вторая петля перед первой провязывается лицевой, затем лицевой провязывается первая петля, 3 изнаночных, вторая петля за первой провязывается лицевой, затем лицевой провязывается первая петля, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И сейчас вот на следующей лицевой петле мы будем вывязывать вот такой же точно листик. Вот такой листик вот уже будем вывязывать здесь. Но так как у нас уже заканчивается раппорт вот этого основного узора, то мы тут провяжем всего совсем немножко этого листика. Поднимаем перемычку между петлями и вывязываем из нее лицевую скрещенную петлю. Затем лицевая петля, и снова из перемычки между петлями мы вывязываем лицевую скрещенную. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки, заканчиваем вот листик с левой стороны. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. Вяжем 32 изнаночный ряд. Это последний ряд раппорта центрального узора, узора с листьями. Изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная. Дальше будет 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых в конце ряда. Вот посмотрите, что у нас получилось. Мы связали часть узора номер 132 из книги японского автора Хитоми Шида. И как красиво получается, если этот узор вот связан полностью. Смотрите, как он красиво смотрится, очень оригинально. Давайте скажем спасибо Людмиле Бариновой за идею мастер-класса. Очень красивый узор. И я вам хочу сказать, узор не из простых, но если внимательно вязать, если разобрать каждую петельку, а я уже говорила, лучше записать, лучше посидеть, потратить время, записать за мной последовательность вязания, и я вас уверяю, с этим узором справится даже начинающий. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нас в Инстаграме, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек.
Пока-пока.